В корейском мире развлечений, где каждый шаг знаменитости отслеживается, каждая улыбка анализируется, а каждое молчание неверно истолковывается, имена Чингука и Тэхёна из BTS всегда привлекали внимание. Они больше, чем просто две суперзвезды. Они – символы дружбы, близости и тайны, которая никогда не исчезнет из сердец поклонников. Но недавно имя Тэкука снова появилось в сети, и не из-за нового сотрудничества, а из-за чего-то гораздо более личного – слухов об их отношениях. Социальные сети переполнены домыслами, старые видеоклипы публикуются снова, незначительные моменты преувеличиваются, а каждое их выражение лица используется как доказательство. Кто-то говорит, что они отдалились друг от друга, другие говорят о тайном конфликте, а некоторые даже пишут, что больше не общаются. Для кого-то это просто сплетни. Но для ARMY, особенно тех, кто годами следил за их судьбой, эта новость как заноза в глазу. Потому что любой, кто видел, как Тэхён и Чингук переглядывались, флиртовали и поддерживали друг друга на сцене, знает одно. Они больше, чем просто коллеги по группе. Они были двумя душами, которые понимали друг друга лучше, чем кто-либо другой. Однако среди всего этого шума никто из них не проронил ни слова. Не было никаких разъяснений, никакой пресс-конференции, никаких длинных постов в свою защиту. Они выбрали молчание. Но их молчание не было знаком капитуляции, это был знак веры. Убеждение в том, что правду не нужно защищать, она сама проявится. Во время одной из прямых трансляций на Уиверс Чингук выглядел расслабленным. Он, как обычно, смеялся, пел и отвечал на комментарии фанатов. Но одно привлекло всеобщее внимание – песня, которую он спел в тот вечер. «Сладынсинг» – заглавный трек сольного альбома Тэхёна Льёвр. Не один раз. Он сыграл ее несколько раз, даже тихонько напевая с легкой улыбкой. Для постороннего это могло бы быть совпадением. Но для ARMY это было посланием. Безмолвное послание. Я поддерживаю тебя, как и прежде. Как и всегда. И это был не единственный момент. В закулисном видео BTS есть кадры, где Чингук инстинктивно замечает усталость Тэхёна. Не говоря ни слова, он протягивает ему бутылку воды и нежно похлопывает Тэхёна по плечу. Этот простой жест вызвал негодование фандома, ведь они знают, что искренняя привязанность не всегда выражается открыто. Она видна, чувствуется и безмолвно оставляет тепло в сердце. Тэхён, по-своему, ответил не менее нежно. В интервью, посвященном песне Льёвр, интервьюер спросил: «Что поддерживает вас среди всей этой суеты и давления?» Тэхён коротко улыбнулся, а затем тихо ответил: «Есть человек, который всегда заставляет меня улыбаться даже в трудные дни». Он не назвал имени. Но его глаза, полные слез, говорили сами за себя. ARMY знали, кому эти слова. И отсюда до них дошла простая истина. Их связь остается непоколебимой, несмотря на попытки мира ее разорвать. Несколько месяцев спустя они выступили на крупной церемонии награждения в Сеуле. Поклонники поначалу переживали, не заставят ли слухи их дистанцироваться на сцене. Но все произошло наоборот. Как только камера сфокусировалась на них, на лице Чингука появилась легкая улыбка, а Тэхён бросил на него короткий теплый взгляд. Когда микрофон Тэхёна слегка ослаб, Чингук без колебаний поправил его. Тем временем Тэхён нежно похлопал его по плечу, молча поблагодарив. Простое взаимодействие, но способное растрогать тысячи ARMY до слез. Потому что за каждым маленьким жестом стоит долгая история доверия, утешения и любви. Тэкук – это не просто вирусный момент или теория фандома. Они отражают отношения, которые процветают под невероятным давлением. Два молодых человека вместе взрослеют на мировой сцене. Через смех, слезы, усталость и потери. Но держатся за руки, даже не говоря ни слова. Они научились любить молча. Поддерживать, не будучи видимыми. И сохранять стойкость, когда весь мир наблюдает за ними с неумолимым любопытством. Один из ветеранов ARMY однажды написал на форуме: «Настоящую любовь не нужно декларировать.
ее нужно просто увидеть сердцем. И, возможно, именно это делает историю Тикук такой особенной. Они никогда не пытались ничего доказывать, а вместо этого позволили своей любви доказать все. Теперь, каждый раз, когда они появляются вместе, мир кажется немного теплее. Их улыбки спокойнее. Их взгляды глубже. Может быть, это потому, что они вместе пережили все бури. И знают, что после всего они все еще есть друг у друга. Тэхён однажды сказал: «Мне повезло, что есть тот, кто всегда рядом, даже когда мир не понимает». И многие верят в это. Этот человек – Чингук. В мире, полном иллюзий, настоящая любовь может казаться неуловимой. Но если присмотреться на то, как они смеются, смотрят друг на друга, понимают друг друга, то поймешь, что она настоящая. Любовь, которой не нужно признание. Любовь, которая растет из доверия, преданности и искреннего единения. Любовь, которую, возможно, никогда не выразить словами. Но она всегда будет ощущаться в каждом их взгляде. Когда мир говорит шумом, Тэхён и Чингук решают говорить сердцем. Когда появляются слухи, они отвечают нежностью. А когда мир пытается разлучить их, они становятся ближе, доказывая, что настоящую связь невозможно разрушить словами. Возможно, это и есть любовь в ее чистейшей форме. Не о обладании, а о существовании. Не о заявлениях, а о действиях. И не о том, кто знает, а о том, кто все еще верит. Фиолетовое сердце и так для тех, кто все еще сомневается. Смотрите не на слухи, а на их взгляды. Слушайте не сплетни, а на молчание, которое они наполняют честностью. Потому что в каждой улыбке, прикосновении и каждом мгновении между ними история любви, не требующая признания. Потому что настоящая любовь всегда говорит сердцем. Вы тоже чувствуете нежную энергию между ними. Спокойствие, которое возникает каждый раз, когда они смотрят друг на друга. И комфорт, который существует только между двумя сердцами, по-настоящему знающими друг друга. Можно сделать вывод, что история Чингука и Тэхёна – это не просто история двух айдолов, выросших вместе под светом софитов. Более того, это история двух сердец, которые молча понимают друг друга, двух душ, которые выбирают честность и искренность среди мира, который часто их недооценивает. Когда сплетни, домыслы и слухи пытаются разлучить их, эти двое отвечают не словами, а делами, искренними улыбками, искренней поддержкой и неподдельными взглядами. Они доказывают, что настоящая любовь не всегда нуждается в публичных заявлениях, ее можно доказать лишь постоянным присутствием и искренней искренностью. В каждом маленьком взаимодействии, будь то Чингук с нежной улыбкой играет Ли-Йовр, или Тэхён упоминает кого-то, кто вызывает у него улыбку, всегда есть скрытый посыл близости, который невозможно объяснить логически. Это чистейшая форма любви, тихая, но всегда ощущаемая любовь. Их отношения выдержали множество испытаний, давление общественности, слухи и расстояние, но остаются крепкими, потому что построены на доверии и взаимном уважении. Им не нужны длинные объяснения, чтобы что-то доказать, просто оставаясь верными себе, они показали все. Эта история учит, что в мире, полном шума, порой самыми искренними оказываются те, кто решается говорить от всего сердца. Чингук и Тэхён показали миру, что любовь, будь то крепчайшая дружба или нечто большее, всегда найдет способ выстоять, пока в ней есть доверие и искренность. Итак, за каждой улыбкой, каждым взглядом и каждым мгновением вместе кроется простое, но неприходящее послание. Настоящая любовь не нуждается в объяснениях, потому что она всегда очевидна в тишине. Оставьте свое мнение в комментариях выноска реплики. И не забудьте продолжать поддерживать Чингука и Тэхёна. Двух звезд, выросших вместе. Двух душ, которые заботятся друг о друге. И двух сердец, вечно живущих в гармонии. В этом шумном мире. Фиолетовые сердца искры. Они не просто айдолы, сияющие на сцене, но и люди, которые учатся любить, понимать и вместе преодолевать жизненные бури.
От юности до мировых легенд. От невинного смеха в репетиционной комнате до зрелых взглядов на большой сцене. Их путь – это история роста, дружбы и честности. Поддерживайте их не только за милые моменты, запечатленные на камеру, но и за искренность, которую они проявляют за кулисами. Когда мир не понимает их, когда они предпочитают молчать, но все же продолжают идти бок о бок с непоколебимой верой и любовью. Давайте, ARMY, продолжим свидетельствовать об их пути, распространяя любовь, а не ненависть, поддерживая молитвами, а не домыслами, и сохраняя безопасное пространство для двух сердец, которые подарили нам столько тепла.